Здравствуйте, дорогие любители вязания! Мы сегодня с вами будем вязать вот такой красивый узор. Посмотрите. Очень он мне понравился. В интернете я увидела вот такую модель и захотела найти источник, откуда эта модель, из какого журнала. Но мои попытки не увенчались успехом. Не нашла я журнал. Я очень признательна, если кто-то из вас знает и напишет мне. Но я увидела, что в интернете эта модель мелькает довольно часто. Значит, она популярна. И несмотря на то, что здесь на фото модель с коротким рукавом, вернее просто спущенная пройма, можно связать таким узором любую модель с длинным рукавом, с рукавом 3/4, с рукавом летучая мышь. Будет смотреться прекрасно. Давайте мы рассмотрим схему, которая у меня поначалу вызвала затруднения. Как во всех японских схемах, обозначения на ней показаны так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. Если вязать по кругу, надо вязать просто по этой схеме. Мы просто вяжем, читая все ряды справа налево, и 1, 2, 3, 4 и так далее. Если мы вяжем поворотными рядами, то у нас ряды делятся на лицевые и изнаночные. И в лицевых рядах мы читаем схему справа налево и условные обозначения провязываем так, как они показаны на схеме, то в изнаночных рядах мы схему читаем слева направо, и уже условные обозначения мы читаем наоборот. Если у нас вот показана изнаночная петля, мы будем вязать в изнаночном ряду ее лицевой петлей, и наоборот, лицевую петлю мы будем вязать изнаночной петлей в изнаночных рядах. Это то, что я говорю всегда, когда мы разбираем японские схемы. Это касается всех японских схем. Что касается вот именно этой схемы, здесь я сначала запуталась, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается, хотя вот показано 19 петель, вот на схеме было показано 19 петель, я так поняла, что это раппорт. Но так как у нас в начале мы набираем определенное количество петель, но в процессе вязания у нас петли увеличиваются, и в конце раппорта они уменьшаются до первоначального состояния. То есть у нас постоянно не одинаковое количество петель в вязании. Поэтому я немножко запуталась. Так, разобравшись, я поняла, что при поворотном вязании я буду говорить про первоначальное количество петель. При поворотном вязании мы провязываем 7 петель до раппорта. И к этим 7 петлям относятся вот эти петли, которые увеличиваются. Вот это количество петель, вот это будет у нас петли до раппорта. Затем 19 петель раппорта, которые мы повторяем, эти 19 петель столько раз, сколько нам нужно для модели. И к этим 19 петлям уже в процессе вязания прибавляются вот эти петли. И заканчиваем мы 13 петлями после раппорта. У меня здесь на схеме связано вот петли до раппорта, 2 раппорта целых по 19 петель, и заканчиваем 13 петлями после раппорта. Это уже вот эта косичка, и вот эти петли уже это петли после раппорта. Петли до раппорта и после раппорта вяжутся в начале и в конце каждого ряда. Пустые промежутки, вот эти вот незакрашенные участки, это значит нет петли в схеме, мы на них не обращаем внимания, мы пропускаем их при вязании, дошли до этого пустого места, пропускаем его и вяжем дальше по схеме. Так, что я еще не сказала? Первый ряд здесь показан вот лицевые петли. Это неудобно. Я предлагаю провязать первый ряд точно так же, как второй. И вот эти 2 ряда, они не входят в раппорт узора, они вяжутся один раз, служат для подготовки к узору, и затем мы вяжем 12 рядов в высоту всего. И вот эти 10 рядов с 3 по 12 ряд – это количество рядов в раппорте. Мы будем повторять раппорт с 3 по 12 ряд. Это касается вот этого узора. Он повторяется с 3, вот эти вот веерный вот такой узор повторяется с 3 по 12 ряд, а узор с косичками в ширину 6 петель и в высоту повторяется каждые 4 ряда. Конечно, схему я обработаю, я ее приведу в надлежащий вид, и я покажу, где заканчивается
каждый раппорт, и вам будет на схеме видно. И при вязании схема будет перед вами. Так, ну вот, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Может быть, немножко сумбурно получилось, но правда, что-то я сама подзапуталась в этой схеме поначалу. А мы давайте будем начинать. Итак, мы набираем на спице 39 петель. Это петли узора плюс 2 кромочные. Всего 41 петлю. Первую петлю мы снимаем, не провязывая кромочную, и последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Мы с вами провяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. И обратите внимание, я не буду говорить петли до раппорта, отдельно выделять петли раппорта и петли после раппорта. У вас на схеме хорошо видно, где начинается и заканчивается раппорт, и я буду говорить общее количество петель. Итак, вяжем 2 установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. Первый лицевой ряд. Провязываем 1 лицевую, 2 изнаночных, 1 лицевую, 2 изнаночных, 1 лицевую. Далее 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, это петли косички. Вот 6 петель, это петли косички. Далее вяжем веерный узор. 1 лицевая, 2 изнаночных. Повторяем так еще 3 раза. Лицевая, 2 изнаночных. Лицевая, 2 изнаночных. Лицевая, 2 изнаночных. И еще 1 лицевая. Затем снова петли косички. 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная. И часть веерного узора в конце. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Во втором изнаночном установочном ряду мы петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли провязываем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными. Мы провязали 2 установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. И сейчас мы будем вязать сам узор. Третий лицевой ряд. Часть веерного узора мы провязываем петли по рисунку. Вот эти 7 начальных петель. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, лицевая. И далее начинается расширяться узор. Делаем накид. Затем изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная и снова делаем накид. Далее 13 петель веерного узора вяжем по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночных. Повторяем так 3 раза. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных и 1 лицевая. Затем делаем накид. 1 изнаночная, 4 лицевых петли косички, 1 изнаночная, делаем накид и часть веерного узора. Петли по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Четвертый изнаночный ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Вот 7 петель провязали по рисунку. Далее накиды будем вязать в изнаночных рядах лицевыми петлями. Накид провязываем лицевой и следующую петлю тоже провязываем лицевой. Далее будет 4 изнаночных, снова вяжем 2 лицевых и
петли веерного узора. Лицевая 1 изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых и 1 изнаночная. Далее 2 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевых и петли по рисунку до конца ряда. Изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Пятый лицевой ряд. 7 петель по рисунку. Лицевая 2 изнаночных, лицевая 2 изнаночных, 1 лицевая. Затем делаем накид, провязываем лицевую петлю. Вот она, петля платочной вязки. И петли узоры с косичками. 1 изнаночная. Теперь мы делаем перекрещивание 4 петель в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, либо вот так парой петель меняем местами. Провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные перед работой, мы тоже вяжем лицевыми. И 1 изнаночная петля. Далее лицевая петля, делаем накид и 13 петель веерного узора вяжем по рисунку. Повторяем 4 раза, лицевая, 2 изнаночных. И еще 1 лицевая. Затем снова увеличиваем узор, делаем накид, 1 лицевая, 1 изнаночная, провязываем 4 петли с перекрещиванием в левую сторону, вяжем косичку, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми и вяжем 1 изнаночную петлю. Затем 1 лицевая, делаем накид и 7 петель до конца ряда провязываем по рисунку. Шестой изнаночный ряд. Снова 7 петель по рисунку, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых и в конце еще будет 1 изнаночная. Дальше будет 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых и петли веерного узора, 13 петель, провязываем по рисунку, чередуя 1 изнаночную, 2 лицевых. 4 раза так провязываем. 1 изнаночная, 2 лицевых. И в конце 13 петля это еще будет 1 изнаночная. Дальше будет 3 лицевых, 4 изнаночных, 3 лицевых и 7 петель до конца ряда вяжем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. Лицевая 2 изнаночных, лицевая 2 изнаночных, лицевая. Делаем накид, 2 лицевых. Далее будет 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, делаем накид и 13 петель веерного узора вяжем по рисунку, чередуя лицевую и 2 изнаночных. Третий раз и лицевая, 2 изнаночных, 4-й раз. Затем провязываем 1 лицевую, делаем накид, 2 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, делаем накид и 7
петель до конца ряда вяжем по рисунку. Восьмой изнаночный ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 7 петель провязали по рисунку. Дальше 4 лицевых, 4 изнаночных петли косички, 4 лицевых и 13 петель вяжем по рисунку, чередуя 1 изнаночную, 2 лицевых. Второй раз, третий раз и четвертый раз. И еще раз провязываем 1 изнаночную. Затем провязываем 4 лицевых, 4 изнаночных, 4 лицевых и 7 петель до конца ряда провязываем по рисунку. Девятый лицевой ряд. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Накид. 3 лицевых, 1 изнаночная. И снова перекрещиваем 4 петли в левую сторону. 2 петельки оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Вы можете взять дополнительную спицу. Далее будет 1 изнаночная, 3 лицевые, делаем накид и вяжем 13 петель веерного узора по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночных, чередуем 4 раза так. Заканчиваем 1 лицевой и вяжем, делаем накид, 3 лицевых, 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, провязываем 2 лицевых, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет 1 изнаночная, 3 лицевых, делаем накид и 7 петель провязываем по рисунку до конца ряда. Десятый изнаночный ряд. Снова 7 петель провязываем по рисунку. 7. И дальше вяжем 5 лицевых. Затем 4 изнаночных, 5 лицевых, 13 петель веерного узора вяжем по рисунку. Тут даже можно и не считать, уже хорошо видно. 13 петель провязали по рисунку. Дальше будет 5 лицевых, 4 изнаночных, 5 лицевых и 7 петель до конца ряда вяжем по рисунку. Вот смотрите, мы провязали 10 рядов
уже видно узор, просто у меня короткая спица, не могу пока вот вам его развернуть, но вот уже узор видно. До этого все время узор шел на расширение. И сейчас в 11 ряду мы будем уменьшать количество петель до первоначального. Нам нужно уменьшить количество петель таким образом, чтобы вот дорожка из лицевых петель, вот здесь лицевая петля осталась лицевой петлей. Вот мы будем провязывать по 3 петли вместе, но сверху, чтобы была лицевая петля. Вот. Итак, 11 лицевой ряд. Провязываем лицевую петлю, и следующие 3 петли мы провязываем вместе следующим образом. Нам нужно, чтобы сверху была лицевая петля. Но вот, как вы можете заметить, она у меня перевернута по отношению вот к изнаночным петлям, она у меня лежит не той стенкой. Мне нужно, чтобы она тоже была вот так вот расположена. Я ее переворачиваю, возвращаю на левую спицу и провязываю вот так вот 3 вместе лицевой. И у меня лицевая петля сверху лежит красиво, ровно так, как мне надо. Кто вяжет классикой, то петли переворачивать не надо, у них и так эта петля повернута в нужную сторону. Вот провязали 3 вместе лицевой и снова провязываем 3 вместе лицевой. Таким же образом. Уменьшили уже количество петель. Далее вяжем 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, петли с косичкой провязали. Далее вяжем 5 лицевых, вот последняя лицевая, это уже петля от веерного узора идет. И теперь мы провязываем по 3 петли вместе лицевой 4 раза. Снова я лицевую петлю разворачиваю и провязываю 3 вместе лицевой. 1 раз, 2 раз, 3 раз и 4 раз. Вот таким образом мы уменьшили количество петель, и у нас уже получился вот такой вот веер. Далее вяжем 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, 4 лицевых. Так, тут нужно было 5 лицевых провязать. Ну, 4 лицевых мы относим к узору с косичкой. И дальше веерный узор. Вяжем 1 лицевую и 3 петли провязываем вместе лицевой. Вот таким образом. 1 раз и 2 раз. И заканчиваем кромочной петлей. Вот, посмотрите, что получается. Интересно вязать, красиво получается, но у нас веерный узор вот сейчас с 13 петель, вот мы его убавили до 5 петель. Теперь нам нужно в 12 ряду снова сделать так, чтобы начать раппорт с 13 петель веерного узора. И здесь у нас, чтобы просто были 6 петель косички, вот без этих рядов платочной вязки. Вяжем 12 изнаночный ряд. Провязываем 1 изнаночную, 2 лицевых, 1 изнаночную, 2 лицевых. Еще раз провязываем 1 изнаночную. Это у нас 7 петель после раппорта. Затем у нас восстанавливаются петли косички, вернее, вот как они у нас не восстанавливаются, они у нас на протяжении всего узора вязались одинаково. 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая. Вот они, петли косички. Мы как их вязали, так и будем вязать.
Далее восстанавливаем 13 петель веерного узора. Провязываем 1 изнаночную, 2 лицевых, 1 раз, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 раз, 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 раз, 1 изнаночная, 2 лицевых, 4 раз и еще раз вяжем 1 изнаночную. Вот 13 петель мы восстановили. Далее снова петли косички, 1 лицевая, 4 изнаночных, 1 лицевая и 7 петель перед началом раппорта или вот в конце раппорта. У нас будет 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых и еще раз 1 изнаночная. Вот и все. Далее узор повторяем с 3 по 12 ряд. Я думаю, что вам понятен принцип вязания узора. Достаточно провязать 1 раппорт. Вот он, кстати, такими зубчиками получается, красивыми. Достаточно провязать 1 раппорт, чтобы понять, как вяжется этот красивый узор. Посмотрите, он действительно красивый. Я буду очень рада, если вам понравился этот узор. Если это так, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, приглашайте к нам своих друзей, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!